Здравствуйте. Первую вот партию я вам покажу. Сейчас фрагмент стоит, конечная позиция уже партии. Ну вот чуть-чуть, конечно, сумасшедшая позиция. Даже не чуть-чуть, я бы сказал. То есть вопрос остается открытым. Читали ли на ночь игроки здесь Алису в стране чудес, конечно. У меня вот одно постоянное сравнение, хотя другие книжки я не буду сравнивать, но вот это мне детская нравится все-таки. Она такая своеобразная, конечно. И много отражения в ней реальности. То есть Алиса в стране чудес, ну вот у нас тоже здесь страна чудес, страна шашек, страна чудес. Давайте посмотрим. И вторую тоже интересную жертву вам покажу во второй партии. Ну вот, конечная позиция. Здесь 36-31 отдали и 41-37. И здесь сдались. Черные сдались, потому что, видите, шашка лишняя, уходить некуда. То есть грозит вот этот вот удар, получается. Так, давайте я вам здесь покажу удар. Ну и дальше там я другие удары покажу по ходу. Так, давайте посмотрим партию. Ну, она здесь очень интересная, я хочу сказать, но, как я уже сказал, сумасшедшая. От этого, конечно, ее достоинство не умаляет достоинство. Играл Хенк Гратен Хуис Тен Харкер. Сложное имя. Но вот я хочу сказать, что вот белым играл, это такой сейчас дедушка вот показан на фотографии, но он играет во многих соревнованиях. И, кстати, у меня он на канале есть, вот этот вот Гратен Хуис Тен Харкер. Играет с Марселем Книпером, черными. Вот Марсель играет. Но я его уже тут не знаю, даже по партиям, честно скажу. Может, когда-то и встречались на каких-то турнирах, но не знаю. Это 94-й год. Отдельное, конечно, спасибо турной базы. Педант турной базы. То есть вот я нашел эти партии именно на турной базе. Они, кстати, периодически вот справа, если так партии смотреть, набрать вот партии, меню партии, то есть периодически справа они очень интересные партии дают, то есть как они их находят и, наверное, добавляют партии, поэтому я вам всем рекомендую, кстати, посмотреть партии, это сайт все-таки с партиями, я очень так, с большим уважением к ним отношусь, потому что все-таки публикация постоянно идет партий, там и старых, и новых много партий, то есть которые в той же чемпионате крупной Голландии, постоянно другие там турниры, ну, сейчас там некоторые нюансы появились, но они потом полностью публикуют, то есть можно посмотреть, все-таки сайт очень хороший. Хорошо, кстати, на ФМЖТ тоже вот сделали, там идея на ФМЖТ, вот тоже набор партий, тоже хорошая очень идея. И бывает, можно даже скачать целиком тур, то есть посмотреть в ПДНах, это тоже очень хорошо. То есть я вам рекомендую вот эти два, можно сказать, сайта. Ну, турной базы, конечно, там огромнейшая база. Ну и вот, когда отдельные турниры проходят, конечно, ФМЖД сейчас тоже очень хорошо сделали. Именно в жеребьевку Drafts Arbiter вот вставили вот этот набор партий, то есть очень все хорошо. Так, 12-18. И вот здесь вот интересный момент, видите, не только в конце интересная партия, но она уже здесь вот начинается. Временная такая жертва, но она частенько встречается, частенько есть в партиях, у меня даже пару партий есть вот на эту тему. Я даже здесь на канале смотрю, очень такие симпатичные партии на эту тему. 8-12, то есть хотят атаковать сейчас. Ну и вот в дальнейшем. Здесь я что хочу сказать, что практически автоматом все идут ходы. Тут не видно даже, где-то, наверное, можно по-другому, конечно, за черных сыграть. Но вроде бы вот я посмотрел. И как-то все достаточно форсировано здесь. Ну, какие-то, очевидно, ходы есть. То есть более лучшие варианты, конечно, есть. Кстати, вот здесь вот интересный момент. Может как-то попробовать 18. Кстати, да, был отход. Я только что сказал, что, наверное, все так сильнейшее. Но мне кажется, что вот
Вот этот ход был все-таки. Ну да, почему так, кстати, не походили? 18-22, конечно. По сравнению с этим ходом нехороший. Вот я сейчас только заметил. То есть я смотрел так вскользь на партию, но почему не 18-23? Сложный момент, конечно. То есть перебиваться надо, иначе две. Ну и как тут ходить бьем? Да, так. Но вот это да, тут хочу сказать такой момент, что в принципе сюда нельзя ходить. Вот это да, может и выучить, кстати, белых. Да, вот сюда вот нельзя ходить, то есть 24-29. И 1-7, тоже, кстати, связка получается. Ну, может, не хотели вот эту связку играть, конечно. Может даже, я не знаю, так, здесь комбинаций нету, надеюсь. Может так, может 43, 39, то есть потом 2 бить. Ну да, идея вот здесь я, конечно, сразу не видел, видите, ну я не всматривался в партию, то есть я вскользь смотрел, честно говоря, это не основная идея, и вот я сейчас скажу даже тактику моих, тактику и стратегию, можно сказать, моих видео. То есть я в основном уделяю место какой-то ключевой идеи, то есть я там уже, то есть комментарии, понятно, где-то может и досконально партию анализирую, но в основном меня волнует одна идея, может что-то я показать хочу, то есть может я какие-то моменты упускаю, то есть здесь ну, я вам даю полную, то есть свободу комментариев, то есть анализируйте, показывайте нам что-то интересное, если видите. Ну, это вот идея, в принципе, канала, чтобы все-таки вы думали, что-то показывали, что-то интересное, на ваш взгляд. И у нас, может, какая-то дискуссия была в комментариях. Вот это цель канала, естественно. Так, давайте так. Ну вот, видите, сумасшедшая чуть позиция. Сильно анализировать тоже не хочу. Детям лучше не показывать эти партии. Вот эту партию лучше детям не показывать. Можно следующий фрагмент будет показать. 8-12. Значит, вот здесь вот какие-то ходы, мне казалось, что 18-23 есть, но видите, они не проходят все, потому что получается 39-33 и проиграна позиция. То есть 18, вот эти вот мысли не проходят. Хотя их надо смотреть. Я стараюсь акцентировать, может, там нехорошие мысли, но нехороший вариант, но каких-то идеях я стараюсь акцентировать, потому что если знаете идею, надо просто в следующий момент надо посчитать, то есть последствия этой идеи. Это очень важный момент в шашках. 50 и вот здесь вот 1-7 пошли. Ну что я хочу сказать по поводу этой позиции. Вот 18-23, наверное, надо было. Давайте посмотрим. Почему, наверное, потому что, ну, позицию очень сложно проанализировать. Я даже тут смотрел чуть-чуть на компьютере. И тут куча нюансов. Тут надо анализировать. Смотрите, идея основная какая. То есть я хочу тут поменяться, но есть мысль. Очень интересная здесь мысль появляется у белых. Очень интересная. Понятно, если я куда-то так, ну, давайте сюда пойду, то поменяются, еще вообще непонятно, как это все закончится, да, вот. Но вот это, давайте, вопросительный знак поставлю по поводу этого хода. 29-23, интересно, очень жертва есть. И еще одна жертва. Учитываем то, что, в принципе, уже... Ну, хотя здесь, если сюда бить, понятно, что здесь без шашки. Ну, и здесь надо учитывать, что у белых, в принципе, вот здесь белые без шашки. Если отдают, ну, они, получается, вот здесь без двух шашек и 37-31. Видите, какая красивая идея. То есть 18 и 12-18. То есть вот такие вот. Так. Я хочу бить, то есть 12-18 и, допустим, на 38, то есть ничего не дает. Ну вот такая вот позиция интересная. То есть 1-7 было, 36-31 сдались, естественно. Давайте я покажу вот на 21-27. Я уже 5-10 показывал, в принципе, ход. Вот 29, она одна и та же идея. Ничего тут нового абсолютно нету, я вам хочу сказать. Абсолютно нету ничего нового. Вот такая вот идея есть. Здесь вот сдались они, вот в этой позиции сдались, ну вот я вам показывал еще идею такую. Так, давайте дальше.
Тайлен Гудемут играл с Антоном Схотамусом, и я думаю, что вот эта партия, честно говоря, у меня есть где-то. Меня не покидает такое мнение, и она наверняка есть, потому что идею я знаю. Причем она вот какая-то, даже может даже вот в прошлом году, в 2020 была. Смотрите, давайте я покажу позицию. Вот кажется, что ходить некуда тут. Некуда ходить черным. Ну, то есть хороших ходов маловато, потому что вот на 9-13, допустим, идет, может и на 30, кстати, хороший ход, но я не знаю, я бы, может, даже дал сразу сюда. Так, может и сюда бы дал, хотя, может, я не знаю, вот сильнейший это ход, не сильнейший, но идеи есть, идеи здесь вот потом нападать куда-то, но идея основная есть с жертвой вот с этой вот, которая была в партии. Давайте я посмотрю, покажу вам, то есть, что было в партии. Видите, на 31, давайте даже два восклицательных знака, и здесь просто позиция меняется коренным образом. Эту я партию дам в ПДНах, поэтому, кому интересно, вы посмотрите полностью. 22-27, я сейчас полностью просто не буду смотреть. Видите, у меня угроза стоит вот это вот. Что делать белым? То есть надо от угрозы уходить, и вот получают они, то есть получается, черные получают выигранную позицию. Естественно, покуда так не пойдешь, потому что будет вот выигрыш шашки, но потом ее отыграют, но нет, не отыгрывают, здесь 29-23, вот опять, видите, есть, конечно, эффект электронной доски, вообще, то есть шашку вообще просто я не видел, вот эту, абсолютно. Может как-то сюда, ну ладно, хода нету, понятно, что вот эта вот дискуссия совсем ненормальная по поводу 22-27, потому что есть другие ходы, то есть здесь так, 9-13, как было в партии, сюда, и здесь просто меняются. Вот здесь вот ошиблись, отдавать так надо, но я здесь думаю, что вот ошиблись белые, то есть 23-19, они просто сразу проиграли. Надо было еще как-то попытаться вот с этой идеей играть. Но позиция все равно плохая. Тут отдаем. Здесь получается 7 шашек против 6, причем еще шашка покуда не идет в дамки, то есть можно как-то этой двигаться. 26, может даже позиция, ну вот. Почему говорю может? Потому что тут есть какие-то нюансы. То есть на 26 все-таки как-то так ходим. Ну, есть нюансы какие-то. Не знаю, надо смотреть позицию. Ну, какие-то шансы здесь, наверное, есть. Теоретически даже в партии, когда играют, теоретически шансы есть здесь у белых на ничью. Но вот такая вот, видите, интересная жертва. Как я уже говорил, она встречалась, но она неоднократно, я думаю, встречалась. И я думаю, даже вот эта вот партия когда-то встречалась. Итак, до новых встреч.